Итак, всем привет! Сегодня будем обсуждать вопрос реставрации тормозных колодок, рычажных тормозов, они же вибрейки. Ну, значит, поехали по порядку. Время от времени колодки меняются, да, потому что изнашиваются. Ну а вот что делать, если колодки еще не стерлись полностью, а уже тормозят плохо, я не знаю, скрипят, чего хуже может быть, да? Особенно после того, как велосипед долго простоял где-нибудь, да. Значит, по разным причинам поверхность колодки, она заполировывается, она грубеет, я не знаю, она изнашивается неравномерно. Вот, и этому на самом деле есть довольно простое лечение. Для начала я вам покажу, какая колодка плохая, естественно, теперь придется. Вот, кстати, пример заполированной колодки. Вот, видите, она блестит. Вот. Поэтому плохо тормозит. Значит, решение этому довольно простое. Берем и точим на точильном камне. Значит, вот что мы в итоге получаем. Хорошая обработанная колодочка. Значит, колодочка снова становится мягкая. У нее появляется плоскость. И уже этой плоскостью она будет прилегать хорошо, плотно к ободу и тормозить. Как бы вот. Давайте так, сразу скажу тем, у кого нет дома, либо в своем гараже точильного камня. Честно, можно заточить обо что угодно каменистое. Есть по-любому точильный камень дома, которым ножи точим. Просто на улицу вышли, я не знаю, вот асфальт, да, видите, кусок асфальта. Взяли, нашли более или менее там ровное место и взяли и пришлифовали об него, и все. То есть задача сбить глянец, вот, чтобы колодочка была такая, как она была раньше с завода. Все, ставим обратно, ездим, катаемся и будем счастливы. Все, давайте, друзья, до следующих выпусков. И да, еще совсем забыл добавить, что если вдруг у нас есть какие-то глубокие металлические включения, допустим, того же, ну, вкрапления из того же обода, то просто берем шило и выковыриваем, да? То есть потом эта песчинка, металл об металл будет скрежетать и будет царапать обод и будет идти ужасный шум. Ну, еще от этого, как вспомогательно. Короче, берем, выковыриваем все, чтобы колодочка была чистенькая. А главное, для достижения максимального эффекта от торможения, не забываем почистить обод. И также его обязательно обезжирить какими-нибудь средствами. Все, заебал.